Мы едем в Прибалтику. По дороге в Вильнюс мы заехали в Каунас и переночевали. Сейчас идем завтракать. Недалеко от Вильнюса находится Тракайский замок, в который мы решили заехать. Несмотря на дождливую погоду, приятность то, что сегодня бесплатный вход. В Тракайском замке расположен музей, посвященный истории и культуре Великого княжества Литовского. Это единственный островной замок в Восточной Европе. А здесь у нас главный преступник. Жаль, что пока из картона. Здесь также можно увидеть восстановленные залы, где представлены интерьеры средневекового периода. Куда пойти, когда плохая погода? Только в галерею. Короче, в Вильнюсе такой прикол. В воскресенье алкоголь продается только до 3 часов. Поэтому сегодня мы пьем воду. Погода в Вильнюсе фигня. Сидим в торговом центре. Нам не удалось посмотреть город, кроме как торговый центр. Хотели подняться на башню, известную в Вильнюсе. Но целый день, и сутки, вот такая погода. Недалеко от Риги находится Рундельский дворец. Повезло, что дождя нету сейчас. Хотя минуты 3 назад такой шквал прошел. Думали, с парковки не добежим до дворца. Рундельский дворец – это шедевр барокко и рококо, построенный в XVIII веке для герцога Курляндии Эрнста Бирона по проекту Бартоломео Растрелли. Дворец известен своими роскошными залами, включая золотой и белый, а также французским парком с фонтанами и аллеями. Сейчас здесь расположен музей, рассказывающий об истории Курляндии и жизни знати. Вау, как интересно, как они это сделали. Очень интересно. Вот. Вау, как они это построили, вообще непонятно.
А здесь герцог и его гости проводили время за популярной игрой того времени – бильярдом. Игры были важной частью дворцовой жизни, способствовали общению и укреплению связей. Большой дворец, в котором сейчас картинная галерея с различными выставками и предметы той роскоши, фарфора очень много, посуды. Но все очень так стильно подобрано по цветам. Ну что, едем в Ригу. Отличная таверна в городе Бауска, где вкусно. Коронное блюдо – лапа медведя. Большая и маленькая. Когда заказали маленькую, она была реально очень большая. А большую порцию можно делить смело на двоих. Еще и наши друзья на вынос забрали с собой. А это последствия дождей возле нашего отеля в Риге. Пришлось немножко доплывать. Мы в Риге. Вот. Памятник свободы в парке в Риге. Люди, которые освободились от влияния советского империализма. Молодцы. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Такого количества украинских флагов даже в Кракове, по-моему, нету. На каждом административном здании латвийский и украинский флаг. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with thought. Разбавлю папину скучную речь своим молодежным сленгом. Hi. This is my bro. Запрещенная съемка. Статья 11.6. Out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. А это вид с башни церкви Святого Петра, откуда открывается потрясающая панорама на Ригу. Вдали можно заметить 4 здания, которые напоминают железнодорожный вокзал в Киеве. На самом деле это знаменитый центральный рынок Риги. Stay strong and fake a smile until Хаотично побродив по городу, мы встретили экскурсовода, которая нам провела замечательную экскурсию. Так что в Риге есть что делать, есть что смотреть. Ну, конечно, надо начинать со старого города. На этой улице строились первые дома. Ну и когда восстанавливают церковь в советские годы, восстановить как церковь не могут. Атеизм. Когда-то это было епископским подворьем. И когда-то здесь был замок нашего основателя. Этот замок монахи перестроили под монастырь. И монастырем был вплоть до начала 16 века. А в начале 16-го в Риге реформация, в результате которого горожане разрушили этот замок. Но горожане не тронули церковь Святого Георгия, которая дошла до наших дней. Замуровали церковные окна, пробили 3 проезда, таким образом церковь стала. И если вы кому-то решите привезти такую коробку, как сувенир, и тот ее откроет, вылетает такая бабочка. Здесь когда-то текла река Рига. Река, которая дала название нашему городу. И первое здание – Рижский русский театр имени Михаила. По направлению к зданию, где заседали уважаемые господа купцы. Самая узкая улочка. В общем, мы взяли экскурсию по старому городу Риге с учетом подземных построек, подземных залов. Очень интересно. Экскурсию нам провела пани Рута.
Ее контакты будут в описании к ролику. Очень рекомендуем. It's you. После экскурсии мы заглянули на центральный рынок Риги. А потом прогулялись по уютному парку с фонтаном, зелеными аллеями и красивым видом на здание Рижской оперы. I know you told your friend. А на следующий день мы отправились в Музей истории Риги и мореходства, один из старейших музеев Европы, основанный в 1773 году. Он расположен в историческом здании Домского собора, крупнейшего средневекового храма Прибалтики. Собор знаменит своей готической архитектурой, уникальным органом XIX века и богатой историей. Он находится в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, и является символом города и его культурного наследия. It's you. А петух, который также украшает шпиль Домского собора, один из символов Риги. В старину он не только указывал направление ветра, но и по легенде охранял город от злых духов. Внутренний дворик Домского собора – это не просто место, где можно отдохнуть и расслабиться. Это место, где можно прикоснуться к истории, почувствовать ее дыхание, ощутить себя частью чего-то большего и значимого. Здесь каждый камень, каждая деталь хранит в себе память о прошлом, о людях, которые жили здесь много веков назад. Это музей истории Риги и навигации. Рекомендую к посещению. Очень интересно. Музей истории Риги и мореходства – один из старейших музеев Европы, основанный в 1773 году. Среди экспонатов можно увидеть старинную одежду, оружие, ключи, морские навигационные приборы и даже масштабные фигуры, такие как статуя с мальчиком на плече. Выставочные залы расположены на 2 этажах, а посетителей встречают подробные инструкции на разных языках. Особое внимание привлекает коллекция оружия, старинные мечи, мушкеты, доспехи и ключи от городских ворот, напоминание о военной истории Риги и ее защите на протяжении веков. Рига нам очень понравилась. Мы обязательно сюда еще раз приедем. Рига свой город. Нам все очень понравилось. Просто архитектура супер-пупер. Обязательно вернемся смотреть другие слои достопримечательности. Я тут вооружился фото-видео аппаратурой. Заехали по дороге на пляж. Посмотрим Рижский залив, как выглядит. Так, где-то надо идти. О, какой замечательный ежик сидит. Сейчас покажу. Заехали в прикольное место, на пляж, называется Белые дюны. Вот. После шторма вода, конечно, очень имеет такой ненатуральный красный цвет. Но ничего, люди купаются. Финальная точка нашей поездки в Прибалтике – город Таллин. В Таллине мы сняли домик в тихом и уютном районе. Есть один гараж и 2 парковочных места обычных. Вот в гараж один. Поэтому мы сейчас на ЮЗФА выбираем, кто заезжает в гараж. Давай. А чего вы молча, как 2 немых? Одно у тебя, да? Да. Ну все, я ночую на улице. В Таллине, чтобы добраться до старого города, мы приехали и припарковались
супермаркете или в галерее торговый центр Виру Кескус. Таллин – столица Эстонии, известная своим прекрасно сохранившимся средневековым старым городом. От торгового центра Виру Кескус мы подошли к знаменитым Вирусским воротам, одной из немногих сохранившихся частей старой городской стены. Этот район входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из достопримечательностей Таллина. Узкие мощеные улочки, готические здания и исторические башни создают атмосферу, будто попадаешь в прошлое. Она спросила, грязный у нее рот или нет. Это городская ратуша, самая старая в Северной Европе, построенная еще в XIV веке. Ратушная площадь перед ней – сердце старого города. Здесь веками проходили ярмарки, праздники и важные события. Смотровая площадка под Кули – одно из лучших мест для обзора Таллина. Отсюда открывается вид на красные крыши старого города, средневековые башни, порт и Балтийское море. Музею и Леват. В какой-то музей идем, да. Какой-то музей. Музей с очень сложным названием, но по фотографиям очень красивый. Взяли билеты в морской музей в Таллине. Находится недалеко от порта. Морской музей Лену-Садом – одно из самых интересных мест Таллина, расположенное в бывших ангарах для гидросамолетов. Здесь представлены различные экспонаты, связанные с морской историей Эстонии. Старинные суда, морские мины, оружие, а также интерактивные выставки. В музее есть настоящая подводная лодка, на палубе которой можно походить, еще и зайти внутрь. Спускаемся вниз. Подводная лодка «Лимбит» – уникальный исторический экспонат морского музея в Таллине. Она была построена в Великобритании в 1936 году для военно-морского флота Эстонии. Вот так выглядит лодка внутри. Пойдем пройдем в другую камеру. Во время Второй мировой войны «Лимбит» перешла в состав советского флота и оставалась на службе до 1979 года. Это одна из немногих довоенных подлодок, сохранившихся в оригинальном виде. Вот в таком пространстве живут люди на подводной лодке. Работают, не живут. Были мы в морском музее. Все очень круто, интерактивно. Просто ставлю лайк. Наше путешествие подошло к концу. Мы провели замечательные 5 дней в странах Прибалтики. Литва, Латвия, Эстония. Посмотрели Таллин, Ригу. Вильнюс не удалось посмотреть ввиду того, что была очень страшная стихия. Много городов подтоплено. Оставьте в комментариях какую-нибудь информацию, понравилось вам или нет. Дальше только море. Было бы слишком просто взять, развернуться и уехать.